Всем доброго дня! Я Наташа Комиссарова, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам все мои готовые изделия, которые я связала за лето, и покажу вам процессы, расскажу чуть о планах, о той пряже, которую я купила, например, такой мериносик, и что я собираюсь вязать далее. Итак, давайте приступим в хронологическом порядке, как обычно. Первое изделие, которое я закончила летом, и которое, в принципе, я вам уже показывала, это вот такой свитер. Я не буду о нем долго говорить, только скажу, что это хлопок стопроцентный, это Drops Париж. Я делила эту ниточку на 3, я об этом много рассказывала. Вот эта вот ниточка была деленная напополам, так, то есть здесь манжет более плотный. Обработка плотная, манжеты плотные. Вот так он выглядит, очень удачный, мне очень нравится, хорошо носится, никаких катышков нету, стирается в температуре 40 градусов, в машинке все прекрасно. Он мягенький, при температуре 40 градусов жестче он не стал. Предыдущее мое видео о процессах, я намного больше рассказываю об этом, про пуговицы, про все трудности с этим изделием, так что, если вам интересно, можно туда перейти посмотреть. Следующее изделие, о котором я вам расскажу, это вот такой вот свитерок. Этот свитерок первоначально должен был быть безрукавкой, но у меня было 4 мотка, на безрукавку мне нужно только 2, и я решила, что мне, в принципе, должно хватить на полноценное плечевое изделие. Поэтому я попробовала, у меня получилось все. Очень удачно это изделие. Манжеты с контрастной полосочкой здесь и здесь. Очень хорошо это выглядит, мне очень нравится. Какие трудности здесь были? Первая трудность, когда я, например, здесь присоединяла подрезы и начала вязать дальше после провязывания рукавов, я заметила, что у меня другая плотность, я вам это показывала, я вам об этом говорила, и мне пришлось распустить до подрезов, но я чуть-чуть еще раньше начала довязывать как бы после рукавов, потому что мне показалось, что изделие маленькое все-таки. И вот эта вот полоса, посмотрите, мне кажется, что она видна. Она была сильно видна, потому что я уже после подрезов не хотела ничего распускать, поэтому так осталось. Она была очень сильно видна еще на нестиранном полотне. Сейчас вот не знаю даже. Думаю, что если бы я вам не сказала, вы бы даже внимания не обратили на вот эту вот тоненькую полосочку. Я, кстати, сейчас вот смотрю даже на вот здесь вот на рукав, и тоже вот это вот видно, так что чуть-чуть другая плотность. То есть, наверное, рукава я просто менее плотно вязала. Здесь уже плотность другая. Но это не сильно бросается в глаза, это не видно. Изделие прекрасно носится. Прекрасный цвет, прекрасное цветовое сочетание. Как я говорила, белый тоже очень хорошо бы смотрелся, очень бы оттенял вот этот вот красивый цвет, но этот желтенький тоже хорошо смотрится. У меня осталась даже пряжа после этого. Осталось чуть-чуть зеленого. Осталось чуть-чуть желтого. Может, опять куда-нибудь еще пущу на какое-нибудь уже такое совсем цветное изделие, потому что у меня таких остатков довольно много уже, именно деленной пряжи Париж. Здесь у меня осталась вот эта единичная ниточка, потому что манжеты здесь тоже я вязала из половинки ниточки. То есть 9 делила напополам, и было 2 как бы нитки по 4 и 1 единичная. Так, но это я оставила, даже нашла недавно, просто на всякий случай, если мне не хватило, можно было бы это в 3 смотать. Но всего хватило. Изделие хорошее, хорошо носится, мне очень нравится, очень красиво смотрится даже на солнце этот цвет, он очень красивый. Скорее всего, у вас он не хорошо показывается, неправильно отдается. Я вам покажу это при солнце, нормальном солнце, и это будет намного красивее выглядеть. Да, изделие мнется, потому что это хлопок, но что же сделать. Еще одна такая проблемка маленькая – это горловина. Горловина, да, она сейчас, конечно, выглядит красиво. Я ее закрывала методом наборного края, так, иголкой, имитацией наборного края. Но, конечно же, такое закрытие, оно после такого закрытия идет очень большая такая, ну, фалдит очень полотно. Оно расхлябанное очень. И поэтому я сюда вставила ниточку спандекса, даже, по-моему, 2. Поэтому сейчас оно прекрасно растягивается.
прекрасно все затягивается обратно и очень хорошо смотрится, аккуратненько. Я думала, что на манжеты можно было бы тоже такое вставить, но пока это не критично, может чуть-чуть попозже, если мы будем больше носить это изделие, потому что манжеты как-то не аж так сильно растягиваются, но растягиваются все равно, особенно в процессе носки. Если видите, мне кажется тоже, что полотно чуть-чуть косит, но опять же это не критично. Оно ровненькое довольно, очень, в принципе, теплое, несмотря на то, что оно тоненькое. Это я вязала на 2,5. Ниточку здесь толстую, которую тоже вязала на двойки. Я всегда на 1 или на 2 размера, на 2 половинки. Размеры для половинку вяжу меньше манжеты и, в общем, все резинки. Вот это изделие я вязала платочной вязкой на двойке. То есть здесь это было намного дольше и намного труднее, скажем так. Этот свитерок связался очень быстро. Мне очень понравилось это изделие, но оно уже впритык. Поэтому я нашла еще пряжу, вот такую вот. Это тоже Drops Париж, и я уже начала ее тоже делить. Я хочу связать еще одно изделие, такое же, абсолютно такой же конструкции, с таким же набором петель, только чуть-чуть длиннее, и тело, и рукава, потому что, как я сказала, Яна уже это впритык, на весну уже он это не поносит. Вот такая пряжа. У меня здесь 5 мотков, так что на большее изделие мне точно хватит. И контрастная ниточка. У меня есть два выбора. У меня есть остатки белого, у меня есть остатки красного. Скорее всего, красный, потому что белый чуть-чуть страшно стирать потом, потому что если так буду стирать это в машинке, и это Здоров Сафран. Это не Париж. Это тоже. И думаю, что это просто будет краситься. С другой стороны, этот красный мне не нравится, потому что он довольно тусклый, и вот эти две пряжи не очень хорошо смотрятся. У меня есть похожий свитер именно с такой вот пряжей, и это сафран, и сафран такого же цвета, но тускловато это смотрится, поэтому думаю, что все-таки буду подбирать какую-то другую пряжу сюда. Может, даже какого-то желтого цвета, не желтого, а такого, знаете, тыквенного. И оно будет хорошо смотреться. Не такой, конечно, но думаю, что тыквенный был бы неплохо. Или еще что-то найду, не знаю. Но оригинально вот этот мне не очень нравится. Вот, так что трудно сказать. Вот такое вот изделие. Второе. И последнее. Вот у меня моя блузка. Моя футболка. Она здесь на коленях лежала, чуть помялась. Эту футболку тоже довольно долго вязала. Тут что-то тоже, но она чуть-чуть перекашивает, особенно вот так вот. То есть в полотне, в принципе, она не очень косит, если так вот положить, но вот тут вот, видите, вот тут внизу она вот так вот идет, перекашивается. Ну, в носке это не мешает, в носке все нормально. Вот. Изнанка тоже прекрасно выглядит, такая довольно аккуратненькая. Вязала я это из бобинной пряжи. Это 100% хлопок. И эта бобинная пряжа довольно тонкая. Вот такая тоненькая. Я вязала из 8 ниточек. Довольно сложно. Это было такое какое-то, но довольно трудно мне это далось, потому что я это вязала на 2,5, резинки на 2. Ну и такое изделие на 2,5 из такой пряжи, которая постоянно ниточка или провисает, или я забываю ее захватить, то комфорт не очень большой, скажем так. Но изделие того стоило. Оно выровняется или нет. Оно очень приятное в носке, очень удобное в носке. Мне в нем не жарко. Более того, мне в нем менее жарко, чем в майках, топах, которые из 95% хлопка состоят с добавлением эластана, там 5 или 3%, в зависимости от фирмы состава. Поэтому не знаю, в чем дело, но, как я сказала, в этом намного комфортнее себя чувствую в жару, чем в покупных футболках. Вязала я это регланным погоном.
чуть-чуть большеватая горловина здесь, мне это не очень нравится. Она, конечно, хорошо смотрится, на летнее изделие оно неплохо было бы, но думаю, что в следующий раз все-таки надо было бы больше здесь сделать убавок, во-первых. А во-вторых, не сделать такое широкое вот это вот, эту часть. Я здесь сделала прибавки по всему полотну, каждые там 20 или сколько-то рядов, сначала с этой стороны, потом с той стороны. И, наверное, из-за этого у меня получилась довольно широкая часть, и я здесь вот мало убавила петель. В следующий раз, наверное, все-таки, если много петель и маленькие спицы, надо добавлять даже по 2 петли с обеих сторон тут в начале. Но, опять же, это мое второе изделие, взрослое изделие реглан погон, и потихонечку я понимаю, как это на меня посадить, по крайней мере, для моего размера. И в следующем изделии думаю, что я приму эти как бы замечания и косяки во внимание, и будет еще лучше. Рукавчик у меня здесь короткий, он 3/4. Вот такие делала прибавки здесь. Вначале меньше, вначале больше прибавок на меньшем расстоянии, потом чуть-чуть больше. Так что очень удобная вещь. Еще одно. Если помните, когда я вам показывала это изделие и жаловалась, что оно мне не отстирывается, у меня здесь была такая полоса. Вот. Наверное, где-то здесь. Потому что я каждый кусочек, когда вязала, я стирала и смотрела, как это будет по плотности, как это вообще выглядит и насколько садится, потому что в образце это не всегда видно. Проблема в том, что когда я связала это изделие и постирала его первый раз, у меня эта полоса не ушла. То есть виден был все равно переход между свежесвязанным полотном и тем, которое постирано. Я стирала второй раз. После второго раза уже все ушло, видите, ничего не видно, но это уже 3 раза постиранное изделие. И третий раз я стирала его в машинке на 40 градусах. Прекрасно стирается, ничего с ним не случилось, все замечательно. Все отмылось. Первые 2 раза стирала в жидкости для мытья посуды, как вы мне советовали. Так что это работает, все хорошо отстиралось. Кстати, вода была просто какая-то коричневая. Я не знаю, вот как из такой пряжи может быть коричневая вода. Ну да, конечно, разница есть, видна разница, да, но как бы не настолько ж. Она реально была очень темная. Ну, в любом случае отстиралась, хорошо, носится очень удобненько. Такое у меня изделие. И давайте я вам еще покажу, что я собираюсь сделать. Эти изделия я закончила довольно давно, и, наверное, в половине августа или даже в начале, и поэтому я начала вязать то, что я хотела. А хотела я связать вот из этой пряжи что-то. Да, проблемка была в том, что же все-таки из этой пряжи связать. Она, когда я начала все-таки делать что-то, начались проблемы, потому что это, кстати, 20% или 10% кашемира, остальное меринос. Не помню точно процентный состав. Я начала вязать изделие лицевой гладью, но эта пряжа не раскрывается. Вот у меня здесь образец есть, то есть она вот как была дырявая, видите, так она и осталась, она не раскрывается. И я решила, что, наверное, здесь нужно взять какой-то узор. Я вот такой узор подобрала и решила, да, что узор должен быть, но это не очень хорошо смотрится. Я нашла какие-то косы или араны, какой-то узор я там нашла. И уже даже собралась этим вязать, этим узором, но я очистила телефон и случайно нашла вот эту картинку. И решила, что эта картинка просто превосходно подходит к этой пряже. И поэтому я это и связала. Вот что у меня есть. Я связала уже тело, у меня оно все готово. И я связала уже рукав. Так что уже можно сказать, что практически полизделие уже готово. Делаю прибавки с 2 сторон, как обычно, в каждом втором раппорте. Вот, кстати, здесь почему-то аж 2 пропустила раппорта, не знаю почему. Даже больше, наверное. 1, 2, 3. Ну ладно, неважно. Может, я здесь забыла что-то. Не, есть. Я думаю, что за ошибки такие.
Вот, так что скоро будет закончено, думаю. Это тут уже не так сильно много осталось. Большие спицы вяжутся довольно быстро. Узор очень простой. Тут перекрещивание только в каждом пятом ряду. Так все вяжется лицевые и изнаночные. Вяжется очень быстро, очень легкий узор, очень хорошо запоминается. Очень его советую. Я вяжу само полотно здесь на троечке, 3,5, а рукав вяжу на 4. Манжеты резинки вяжу на 2,5, по-моему, или 3. Не помню точно, надо посмотреть. Рукав вяжу, у меня всегда рукава получаются более плотно, и они потом как-то больше подскакивают и больше садятся, поэтому я уже который раз решила, что буду вязать на полразмера, буду брать на полразмера спицы больше, чтобы все-таки более-менее рукав был близок к самому телу. Так что в этот раз, думаю, тоже должно быть все хорошо. Именно из-за этого, что спицы такие большие, очень хорошо все это быстро вяжется. Но это, конечно, все вяжется, но все равно довольно процесс этот монотонный. И я решила, что все-таки надо что-то еще вязать. И как раз я купила пряжу. Вот такую. Это меринос. Довольно тоненький меринос. У меня таких бобиночек, наверное, маленьких штук 8. И я хотела вязать из него уже изделие лицевой глади. Очень красивая пряжа, очень красивый цвет. Я сделала образец. Этот образец в 3 нити. И пряжа очень хорошо раскрывается, и она выравнивается. Очень просто красиво смотрится. Мне очень нравится. Здесь добавила ниточку мохера, но мне как-то, по-моему, не смотрится это. На 4 ниточки это смотрится намного лучше. Поэтому решила вязать на 4 нитках. Тут у меня спицы 2,5. То есть это было бы такое тоненькое изделие на осень или, не знаю, на весну раннюю. Оно должно быть довольно теплое, потому что пряжа пушистая и хорошо под, например, теплую какую-то верхнюю одежду. Не знаю, куртку или пальто какое-то теплое. У нас нету холодных зим, поэтому теплое изделие я уже перестала вязать. Хлопковое вообще на зиму прекрасно подходит. Но мои планы опять были нарушены, потому что я купила другую пряжу. Я купила вот такую пряжу. И, конечно же, начала сразу из нее вязать. Пряжа – это тоже меринос, но меринос чуть-чуть более толстый. Вот так это выглядит ниточка. И тут я вяжу в 3 нитки. Тут, наверное, порвана. Да, порвана ниточка. Тут вяжу в 3 нити. Очень красивый цвет. Мне очень нравится, как он смотрится в бобинах. Мне почему-то кажется, что это светлее. Не знаю, в чем дело. Может, так как-то что-то просвечивается уже. Может, это от конус. Не знаю. Но, когда я начала это вязать, вот что у меня получается. Мне это не нравится. Мне не нравится цвет, потому что он какой-то тусклый, но он настолько обыкновенный. Я вообще-то покупала серый цвет, серый такой стальной серый, но когда оно пришло, оно казалось, что он серый, но такой розовинкой, такой как бы перламутровый цвет. И мне этот цвет не нравится. Может, конечно, когда пряжа и когда изделие уже постирается, это как-то выровняется, и цвет какой-то чуть-чуть, может, посветлеет, это будет по-другому выглядеть. Но сейчас мне не очень это нравится. Я сделала образец. Да, он, конечно, светлее, пряжа раскрывается. Пряжа даже, по-моему, изделие увеличивается чуть-чуть, расходится. Ну, то есть как-то расходится, да. Растягивается. Но вот это вот, не знаю. Резинку я вязала на 2 миллиметра, и я здесь набрала 260 петель. Потом я их убавила. Убавляла вместе провязывала каждую 15-16 петлю. То есть, ну, где-то петель я уже не считала, петель 20 я убрала. Даже если это 240 осталось, то вот здесь вот 240 петель я вяжу на тройке. Мне кажется, что это мало. И вяжу для себя, кстати. У меня есть такая проблема, что всегда, когда я начинаю, мне кажется, что изделие будет маленьким. У меня точно так же было это вот с этим свитером. А потом оно стало довольно очень такое вместительное, скажем. Может, так же будет с этим свитерком, не знаю.
но на настоящий момент мне кажется, что оно маленькое. Ну, в любом случае, мне есть кому это отдать. В конце концов, может даже Ян носить. Но не такое розовое, что его нельзя носить. Тем более, что зимой он будет его носить под куртку. Ну, посмотрим. Надеюсь, что все-таки оно будет для меня, и мне тоже подойдет. Вот такие у меня процессы. Еще вам покажу, может, 2 бобинки, потому что, как я говорила, я хочу связать еще одну такую блузку на лето. А готовиться к лету я начинаю заранее, потому что вяжу довольно долго, то есть мне уже начинать это можно зимой. И у меня есть такая пряжа. Это 55% шелк и 45% хлопок, и еще вот такая же с таким же составом. На это изделие у меня уже есть узор, я уже знаю, как это будет выглядеть, и я как раз под это изделие покупала пряжу. То есть там должна быть такая тянущаяся чуть-чуть, ну, она, конечно, не тянется, но тоже будет неплохо выглядеть. Такая лоснящаяся серая пряжа. А здесь думаю, что если лицевая гладь будет хорошо смотреться, то просто лицевой гладью буду вязать. Потому что ну, рисунок, мне кажется, что пряжа такая довольно самодостаточная, и лицевая гладь на ней тоже будет хорошо смотреться. Ну, посмотрим. Это все зависит от образца. Вот такие у меня планы, такие у меня процессы, такие у меня готовые работы. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вы узнали что-то новое. Здесь все петли я вам подписала, так что петли, название изделий, название пряжи, все подписано, так что пользуйтесь на здоровье, надеюсь, это пригодится. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!